Всем привет, меня зовут Паша, и на этом канале мы говорим, обсуждаем музыку, и это продолжение моей новой рубрики, которая называется «Ревизия», где я разбираю альбомы, которые вышли до того, как я создал свой канал. Сразу хочу рассказать, что в первом таком пуле этой рубрики у меня 7 альбомов, которые я уже выбрал, двое уже вышло. Это про альбом Гарри Стайлза Fine Line и про альбом Рианы под названием Entai. Если вдруг кто-то попал на этот ролик из поиска по Адель, то загляните в подсказки в другие видосы. А сегодня я хочу поговорить об альбоме Адель, об альбоме 25. Это мой самый любимый альбом Адель, собственно, из всех трех. Это ее третий студийный альбом, который вышел уже давно. Мы уже очень скучаем по Адель, больше 5 лет. И я надеюсь, что перед Грэмми мы получим новый материал. Поэтому давайте не будем откладывать в долгий ящик. Я все буду делать, как обычно, на своем канале. Немножко по каждой песне, выводы, оценка. Поехали. Открывает этот альбом песня такая маленькая, неизвестная, под названием Hello. И что я могу по ней сказать, так это то, что я считаю, что с этим треком Адель совершила величайший камбэк в истории музыкальной индустрии, потому что настолько мощно, настолько вообще сильно, настолько, как просто цунами снести музыкальную индустрию с одной песней. Это, конечно, просто мастерски. Да, понятно, что Адель очень ждали после альбома 21. Она уже была в статусе мегазвезды, которая такие продажи делает, что современным артистам никому, вообще никому таких не снится. Очень длинный перерыв, все ждали, что же она покажет. И тут нам Адель выдает великолепную, такую сильную, балладную, но при этом в меру попсовую песню Hello, где все в традициях просто самой Адель, очень такое приятное начало, такой огромный большой припев. Все звучит, конечно, просто великолепно, и все ее рекорды, все ее супер продажи, которыми она там перебила даже Бритни Спирс, это абсолютно заслуженная песня, одна из лучших в карьере Адель, и абсолютно просто вкуснейший бриллиантик в музыкальной индустрии. Второй трек Send My Love to Your New Lover. Крутая песня с такой, знаете, немножко перчинкой. Адель иногда умеет выдать такую вот классную эмоцию, что вот я тоже сучка. При этом это более такая попсовая песня, которую мы слышим на этом альбоме от Адель, то есть такая менее балладная, более ритмичная, но оно и не мудрено, потому что над треком с ней работал сам Макс Мартин, бог всея попсы. И это был их первый коллаб. Адель раньше даже не знала, кто это такой. И я считаю, что у них получилось очень даже круто. Третий трек Miss You получился довольно таким сексуальным, очень интимным. Он вдохновлен так больше в тему R&B с очень таким интересным, чувствительным припевом. Но, если честно, в душу эта песня не западает, и это одна из немногих на этом альбоме, которую мне пришлось переслушать перед обзором, чтобы точно прям понять, про ту ли я песню думаю. Зато четвертой мы получаем песню When We Were Young, и это великолепная, потрясающая песня, одна из лучших на этом альбоме. Это уже все-таки балладная композиция с очень красивым, простым, но понятным текстом. Все вот этот фортепиано, струнные инструменты, все прям очень вкусно звучит. Довольно грустный мотив, такая, знаете, очень осенняя композиция, но Адель в этом сильнее всего. Пятый трек Remedy я отношу к той же категории, что и песню Miss You. Это неплохая песня, которая не особо выделяется на этом альбоме. Довольно миленькая, довольно красивая. Песня посвящена сыну Адель и в целом ее родне, друзьям, люди, которые ее любят. На альбоме имеет место быть, но я не скажу, что это какой-то прям stand-out трек. Вот шестым мы получаем еще одну апбит-композицию на этом альбоме. Это Water Under the Bridge. Великолепная песня. Я не сразу ей проникся, мне понадобилось время. Но когда я послушал ее несколько исполнений вживую с этим треком, меня она все-таки покорила. Опять же, это более такой ритмичный, немножко R&B подход к написанию композиции. И Адель вот с этим альбомом, чем был ее шаг вперед, это то, что она интерпретировала немного R&B в свою музыку, и это вот один из этих треков. Получилось у нее отлично. Седьмая песня River Lee, наверное, я ее отношу к той, к которой я привыкал дольше всего из песен, которые мне очень понравились на этом альбоме, потому что трек River Lee зашел мне где-то года через
3 после того, как вышел сам альбом. Раньше я ее частенько пропускал. Что послужило тому, что она мне поначалу не нравилась, а потом понравилась, честно, не знаю. Возможно, возраст. Потому что когда Адель выпустила альбом 25, мне было 17, а когда мне понравился River Lee, мне уже было за 20. И, возможно, что-то там работает по-другому немножечко в мозгах. Но трек великолепный, звуковые эффекты очень такие вкусненькие. Опять же, эта песня немножко выбивается из такого стандартного творчества Адель, как я бы сказал, балладного, и на альбоме в целом вписывается великолепно. 8-я песня Love in the Dark. Красивая песня, я бы сказал, что она служит такой ниточкой, которая подводит к альбому 21, прошлому альбому Адель, как по теме, так и по музыке. В целом, наверное, это ее такая основная функция, чтобы творчество было немножко связано между собой и чувствовалось как одна большая история конкретного человека, потому что Адель тексты пишет все сама. А так, в целом, по песне я не могу выделить чего-то прям выдающегося. 9-й трек Million Years Ago. И, знаете, это нужен особый талант делать песни с такими простыми житейскими текстами, всем понятными, но настолько с ними западать в душу. И вот у Адель этот талант есть. И этот талант есть довольно у немногих артистов первого эшелона. Вот, например, таким же талантом обладает Эд Ширан, написав простейшую лирику про жизу, получать мега-хиты, которые люди любят, слушают и себя могут с ними отождествлять. Тут у нас такая же ситуация, очень красивая песня, опять же, каждому понятная, довольно грустная, особенно когда ты взрослеешь и понимаешь, насколько же это все, знаете, вот хэштег трушно. Наверное, после сингла Hello, это моя любимая песня на этом альбоме, великолепная. А вот 10-я All I Ask из сингловых композиций я считаю самая слабенькая, потому что песня довольно ни о чем, инструментал простоват, там, по сути, всего лишь основным таким идет фортепиано, и если это хватало в моментах, когда Адель раскрывалась на куплете, то тут куплет особо ничего не дает. Точнее, я имел в виду припев. Конечно же, на припеве раскрывается композиция. Тут этого не случается, поэтому песня кажется такой достаточно монотонной. И 11-я песня, всего лишь их 11, закрывает это Sweetest Devotion. И этот трек про сына Адель очень красиво закрывает альбом, но, если честно, в плейлисте она у меня так и не поселилась за все эти 5 прошедших лет. Я ее слушаю только если вместе со всем альбомом целиком. Но я считаю, что она имеет место быть как красивый, мило завершающий трек, потому что стать мамой для Адель было очень важно. Ее сын — это там ее просто вселенная, вокруг него крутится вся ее земля. Поэтому, конечно же, послушать такую песню очень было мило, и то, как Адель вообще переживает все вот это вот материнство. Ну и, собственно, все, никаких у нас бонус-треков, Адель такого никогда не делает, никаких делюксов. Альбом 25 закончен. Что мы получаем на выходе? На выходе мы получаем один из величайших альбомов современности, да и в целом в музыке. Это очень красивая, очень правильно выверенная и с продюсерской точки зрения, и с музыкальной, и с текстовой работа, где Адель продолжает себя раскрывать как потрясающий сонрайтер, как отличная вокалистка. Конечно же, тут трудно говорить о каких-то экспериментах в музыке, раздвигании границ, чем-то новом, но и такие артисты, как Адель, нам тоже очень нужны, которые просто вот в любой нужный тебе момент придут и таким теплым одеялом накроют тебя своей потрясающей, великолепной музыкой, потому что баллады писать — это, знаете, с одной стороны самое простое, что можно сделать, а с другой стороны самое сложное, потому что баллад очень много, они есть у каждого, но чтоб прям цепляло за душу, это редкость. И я считаю, что этот альбом абсолютно заслуживает всех своих статусов, высоких наград, Грэмми, который он забрал. И я думаю, что Адель не будет уходить от этого стиля куда-то очень далеко. Возможно, интерпретировать немножко больше R&B и хип-хопа, но это будет в целом довольно так ровненько, потому что такую карьеру, наверное, даже не стоит разбавлять чем-то другим, потому что зачем портить совершенство? И что касается оценки этому альбому, я ставлю 9.4 из 10. И если вдруг кто-то смотрел мой ролик
лучших альбомов 2010-х годов, по моему естественному мнению, то этот альбом занял очень высокую позицию, прям очень-очень, но не первую, поэтому 9.4 это одна из самых высоких оценок, которые я вообще когда-либо давал альбомам. Ну и, собственно, у меня на этом все. Если вдруг кто-то посмотрел этот ролик, пожалуйста, напишите, как вам альбом Адель 25, какие у вас любимые песни, нелюбимые песни, а если вы его не слушали, то очень советую послушать. А у меня на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.